А мы продолжаем исследовать, что случилось 1 февраля 1959 с первыми 4 дятловцами у подножия горы Халатчахль. В прошлой части мы остановились на том, что все участники событий на какое-то время впали в ступор, все молчали, никто не понимал, что делать дальше. Казалось, время остановилось. Но шок не может длиться вечно, минут через 5 всем становится очевидно. Николай Тибо не возвращается. Его тормошат уже без особой надежды, зовут по имени, поднимают голову и тут же опускают. Она тяжелая, чужая. Кто-то машинально прикладывает руку к его груди, потом убирает, и никто не произносит вслух того, что уже понятно каждому. С этого момента ситуация перестает называться обычным конфликтом. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, шок начинает отступать. Не сразу, не у всех. Сначала у тех, кто привык решать, а не страдать. Чужие стали приходить в себя и, как все практические люди, искать выход из создавшейся ситуации. Оба начальничка отходят в сторону. Не демонстративно, а так, на несколько шагов, типа закурить или перекинуться парой слов. Голоса их понижены, жесты скупые. Они не смотрят на туристов, они уже смотрят вперед. Ситуация неприятная, да, но не катастрофическая. Это рабочий разговор людей, которые всю жизнь жили в пространстве, где чужая смерть – фактор, а не трагедия. Они быстро проговаривают главное – кто видел, кто слышал, кто где стоял и что теперь придется объяснять. В их логике только расчет. Не «что мы наделали?», а «что теперь с этим делать?». Остальные чужие молча ждут решения начальства. Золотарев, Колеватов, Дубинина все еще стоят, склоненные возле Коли Тибо. Для них эти 5 минут – вечность, в течение которых приходит понимание, что теперь надо беспокоиться о своих собственных судьбах. И именно в этот момент становится ясно – события начинают двигаться по совершенно другой траектории. А начальнички иногда бросают взгляд на тех 3 дятловцев и что они видят? Как вела бы себя дальше Люда Дубинина, с учетом характера, принципиальная, идейная, опять же девушка. А Люда могла легко после шока впасть в истерику. Крик, плач, фразы «что вы натворили?», «он умирает», «вы его убили», «я все расскажу», «вас посадят». И, возможно, ключевая фраза «помогите, Колю еще можно спасти» подтолкнула чужих к решению. Потому что на самом деле Тибо обречен. У него 2 часа, и за это время его надо доставить не в задрыпанную Ивдельскую районку, а в нейрохирургию, это минимум Свердловск. Это нереально ни с какой стороны. Его не довезут, даже если бы этого все присутствующие сильно захотели. А если даже успеют на санях Манси довезти до Ивделя, то все равно он там умрет. Зато вся эта некрасивая история вылезет наружу. А чужим оно надо. И вот пока начальнички обдумывали, как выйти из этой ситуации, истерика Люды невольно подталкивала их к простому и жесткому умозаключению. Ее плач, крики – все это делало происходящее неуправляемым, громким, опасным. Колеватов, напротив, ведет себя иначе. Он подходит к чужим осторожно, почти заискивающе. Говорит быстро, сбивчиво, клянется, что они никому и никогда не расскажут, как все было на самом деле. Это можно представить как несчастный случай, что они готовы подтвердить любую версию. Но его слова в этот момент уже теряют вес. Я сознательно опускаю все эти «может быть», «скорее всего», «видимо», чтобы не перегружать рассказ оговорками. Понятно, что это мое видение, реконструкция, а не стенограмма произошедшего. Некоторые детали в реальности были совсем другими, но мы здесь не собираем мелкую мозаику из случайных фраз. Мы восстанавливаем общую картину случившегося. И в этой общей картине детали сами напрашиваются из логики человеческого поведения. Так вот, был ли шанс у дятловцев договориться с чужими, чтобы спастись? Теоретически да, практически нет. Почему? Почему это было невозможно, даже если бы дятловцы и поклялись всем говорить, что Коля неудачно упал с дерева на тот камень? Основная причина
Ребята в том положении не имели ценности как союзники. Чтобы такая сделка сработала, нужно, чтобы чужие доверяли им, знали их имена, адреса, чтобы имели возможность давить на них и контролировать по возвращении домой. Это все очень хлопотно и им не нужно. Туристы – проходящие люди. Они поедут в Свердловск, в универ, кто-то даже в Москву. И никакого способа держать их в руках после расставания не существовало. Какая у чужих была логика? Они видели наши лица, слышали голоса, знают, где нас искать. Сегодня на их глазах погибает их друг, а завтра в городе они расскажут, что он сам упал с дерева, а послезавтра передумают. То есть любые клятвы студентов – это была бумажка на ветру. Риск для чужих был гораздо больше, чем цена доверия каким-то бродячим туристам. Если они им поверят, то тем ничего не стоит нарушить свое слово, когда они доберутся домой. И будет страшный скандал. Чужих отдадут под суд, их быстро сломает прокуратура. Никто в здравом уме не стал бы рисковать своей собственной жизнью ради пустого обещания. И тот же прожженный местный прокурор будет пальцем крутить у виска. Ты что, им поверил? Как ты мог так подставиться? Второй аргумент. Дятловцы уже показали свой буйный характер. Кричали, спорили. Это очень важно для понимания. К моменту впадения Тибо в кому уже был конфликт. Теперь он стал войной. Чужие видели ненависть в глазах Дубининой. Она и сейчас вон посылает проклятия и угрозы. Люди в таком состоянии не будут молчать потом в городе. Опять же, у этой группы влиятельные родственники. Все это высокий шанс, что те начнут расследование. Чужие могли ответить Колеватову: «Ладно, мы тебе верим, ты пацан правильный. Но ты отвечаешь за остальных?» Понятно, что на этом месте Колеватов только опустил глаза. Так что этот теоретический мостик между чужими и дятловцами рушился на глазах. Это был мостик, который существовал только в воображении людей, пытавшихся спасти свою жизнь. Для чужих шанса договориться не было. Дятловцы видели их лица, знали их голоса, акценты, может, имена, и не были людьми, которым можно поверить, что они не проболтаются. Поэтому реальная возможность сделки равнялась нулю. В этой темной фазе мотивация сторон разная. Туристы хотят выжить, чужие не хотят за решетку. Что труднее чужим вот сейчас, в данный момент контролировать? Жизнь туристов или их слова? Очевидно, что жизнь, она полностью в их руках. Если туристы замолкнут навечно, то никто никогда не узнает, что произошло 1 февраля 1959 вечером в лесу у горы Халатчахль. Насилие имеет эффект домино. Люди в состоянии страха перед наказанием не способны принять никчемную сделку. Им проще уничтожить очевидцев, чем договориться. А очевидцев пока 3. Дальше мы не рассматриваем версию подножки, хотя, может, так и было на самом деле, кто знает. Мы ухватились за более вероятную версию, что Тибо толкнул 6, а не сам начальник. Тогда дотошный зритель может спросить: а чего начальничку тогда бояться? Он как бы не при делах. Но это так не работает. Начальнички, они соучастники преступления. Что-что, а кодекс они, если не чтили, то знали. Перед ними человек с тяжелой контузией. Он не может двигаться. А те, кто причинили ему вред, не только не пытаются ему помочь, а наоборот тянут время. А это уже, согласно Уголовного кодекса, сознательное доведение до летального исхода. Чужие прекрасно это понимали, потому что в этой системе варились. Они знали не понаслышке, что будет, если всплывет эта история. Это уже не бытовая драка, а статья 156. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, исправительно-трудовые работы на срок до 6 месяцев или штраф до 300 рублей. По факту они знали, что Тибо не выживет, и согласились с этим. Чужие прекрасно осознавали масштаб трагедии, что 300 рублей они не отделаются. Сколько еще прожил Тибо? Судмедэксперт заявил, что 2-3 часа, но он явно не учел фактора минусовой температуры, потому что травма Тибо мало совместима с выживанием на морозе.
Маловероятно, что его тут же положили на что-то теплое, укутали и вообще о нем заботились. Дятловцам минут через 5-10 после происшедшего уже стало не до него. Даже без мороза шанс выживания у Тибо почти 0, а тем более лежа неподвижно на открытом снегу. В этот вечер было приблизительно минус 15 градусов Цельсия, а человек в коме не дрожит, не двигается, не защищается, тепло не производит. Гипотермия тогда наступает в разы быстрее. Температура тела в теории снизится до смертельных 25 градусов Цельсия приблизительно за 40-90 минут. В реальности Тибо умер в течение 30-60 минут максимум. Запомним эту цифру. Предвижу вопрос, а почему тогда в акте судмедэксперта нет ничего о переохлаждении? А потому что при такой черепно-мозговой травме причина очевидна. В криминалистике действует правило: если травма сама собой смертельная, то вторичные условия не записывают. Это значит, что Тибо умер довольно быстро от самой травмы и не успел замерзнуть до критической стадии. Еще такой заковыристый вопрос. Реально ли, чтобы начальник решил добить остальных 3 только потому, что его подчиненный случайно смертельно ранил Тибо? Реально, потому что начальнички не ради шестерки пытались выкрутиться. Дотошные зрители могут подумать, рассказали бы потом, как на самом деле было. Как просто разговаривали, тут один из туристов дернулся, его пытались остановить, и он случайно упал на камень виском. Свидетели же есть у чужих тоже, могли повернуть все в свою сторону. Ключевой момент здесь – поставить себя в условиях конкретной ситуации, конкретных настроений, конкретного времени и места. Начальнички не думали категориями «мы случайно убили, теперь убьем всех». Это звучит как холодный, трезвый расчет. На самом деле атмосфера была ночь, алкоголь, адреналин, обиды, тревога, шок. То есть решение чужих не родилось из стратегической логики. Оно родилось из состояния аффекта и страха. Опять возвратимся к тому, что видят начальнички. Коматозный турист, есть очевидцы, есть риск тюрьмы, потери должности, потери имущества, карьеры, а значит потери всей жизни. В тот момент они не думали, как суд разберется. Они думали, если эти студенты уйдут отсюда живыми, нам всем хана. Очевидцы – это смертельная угроза. Один случайный труп, если бы Тибо сам пошел в лес за дровами, еще можно отыграть. 3 очевидца уже нет. В их голове не Здоровило виноват, который не рассчитал силу. Во всем виноваты вот эти туристы. Так работает криминальное мышление. Поэтому убрать очевидцев – это классика самозащиты преступника. Перед начальничками стояли 2 живых студента и 3 непонятный, но шумный дядька. Все они организованные, трезвые, умные, приехали из крупных городов, из университета с документами маршрута. Все они однозначно скажут в Ивделе: мы знаем этих чуваков, они были там в лесу, они подстрекали этого Мордатова. Тогда в ответ суд, прокуратура, проверка обкома, подключится Москва, огласка, страшный скандал. Для начальничков это конец карьеры, имущества и свободы. А самое страшное – партбилет на стол. Отгавкаться возможно, если очевидец один и тот контролируемый. Его можно запугать. А не когда их 3 и все не хотят сбежать, а потом ищи свищи, ветра в поле. И самое главное, эти 3 знали лица чужих. Если бы конфликт был в темноте под балаклавами, другое дело. Но здесь глаза в глаза. Возможно, крики: «Федор, Серега, убери руку! Виталий Алексеевич, товарищ подполковник, Василий Иванович, товарищ майор». Эти 3 могли узнать их манеру говорить, белорусский акцент, оканье, аканье, внешность, звание. Начальнички могли избежать тюрьмы, только если уберут очевидцев. Так что решение не принимали некультурно, оно возникло с момента. Начальники 50-х в СССР имели психотип «мы тут власть, мы все можем». Это люди, которые привыкли безнаказанно унижать, привыкли пугать, привыкли к насилию. Такой человек не думает: «О боже, что я наделал!» Он думает: эти туристы не выйдут из этого леса, и даже этот неплохой пацан-миротворец.
Так что решение чужих – это был страх за собственную судьбу, потому что эти дятловцы были очевидцами их уголовной ответственности. Такой вот мотив. Есть еще фактор решающий. Мы о нем упомянули, теперь подробнее, чтобы уже закрыть эту тему. Туристы в момент конфликта перешли красную линию. Они не просто стали свидетелями, они посмели спорить, идти на конфликт, не подчиняться местным авторитетам. Это оскорбление, которое в присутствии подчиненных равно вызову. Начальничкам надо подтвердить свой вес, ведь кто-то из шестерок и тот же Манси тоже ведь были очевидцами и могли тоже распустить язык. Значит, начальничкам надо было проявить жесткость и шестерок с Манси повязать общей ответственностью. Пришлые студенты показали свое фе местному авторитету. И авторитет должен сейчас дать ответку, чтобы его шестерки видели, что будет с теми, кто пойдет поперек них. Это закон тайги. Таким образом, чужие приняли решение минимизировать очевидцев, а ночь и снег спрячут улики. А что-что, а прятать концы в воду и грамотно устранять препятствия сотрудники МВД умели. Они знали, когда можно с гематомами, а когда задача ставится без внешних следов. Все должно выглядеть так. Пошла эта четверка в лес, там передрались и замерзли. Или в палатке еще сцепились, скажем так, из-за этой шалавы. А потом эти четверо побежали в лес и там замерзли. Материал 2015 года. О злодеяниях сотрудников правоохранительных органов. Ничего не изменилось с тех пор. Цитируем. Все зависит от того, насколько полицейский боится, что его потом привлекут к ответственности. Если уголовное дело представляется чем-то маловероятным, то в ход идут самые примитивные средства, которые оставляют следы на теле жертвы. Задержанных бьют руками, дубинками, стульями, любыми подручными предметами. Если же полицейские не хотят оставлять следов на теле жертвы, они пользуются различными ухищрениями. В случае с избиениями применяются бутылки с водой и мешочки, наполненные песком. Также бьют через влажное полотенце или через толстую ткань. Ссадин и гематом на теле жертвы не остается, но при достаточно сильном ударе все может кончиться тяжелой травмой или сотрясением мозга. Конец цитаты. В данном случае туристы уже были одеты в зимние куртки, так что никаких дополнительных подручных средств не понадобилось. Я не нашла, чтобы в воспоминаниях про советские ИТЛ кто-то рассказывал, как там травмировали ребра. Если в настоящее время диверсантами прикрываются, то при советской власти такие мемуары вообще были немыслимы. Архипелаг ГУЛАГ был опубликован аж в 1973 году и то в эмигрантском парижском издательстве. Зато в СССР было поставлено на широкую ногу про то, что творилось в немецких лагерях. И вот воспоминания Левченко Лидии Васильевны, цитирую. «Надзиратель заставил нас таскать землю лопатами из одной кучи в другую, причем на коленях, а мы были не в состоянии это делать. Тогда он приказал лечь всем попарно спинами на землю и стал ходить по людям, как по шпалам. Раздавался треск костей, ломались ребра, стояли стоны и крики. От такого ужаса умерли сразу 14 человек». Конец цитаты. Или вот из жизни патриарха Украинской греко-католической церкви Йосипа Слепого. Тюремный врач упрекнул его: другим ломают ребра, а вам всего лишь руку. Ну вы поняли, это самый распространенный способ сотрудников заставить человека перестать кричать и обездвижить. К Дубининой и Золотареву применили один отработанный метод, но по-разному. Остальное завершит Мороз. И этим методом владел каждый вертухай, а не спецназ или диверсант или командос, которыми прикрываются некоторые дятловеды. Силу к Золотареву и Дубининой прикладывали через зимнюю одежду, поэтому и не было внешних следов. Характер травм у обоих одинаковый: множественные переломы, без значительных повреждений кожи, без подкожных гематом. В лежачем или прижатом состоянии грудная клетка не может уйти от сдавливания, сила полностью передается внутрь. Зимняя одежда как амортизатор. Она распределяет силу по площади, уменьшает повреждения кожи, но не избавляет кости от компрессии. В результате ребра и внутренние
органы травмируются, а снаружи минимум следов. Это хорошо известный эффект в судебной медицинской практике, аналог ДТП, прижатия груди ремнем. А я-то сначала думала, что их прикладом ударили в грудную клетку, таким рассчитанным ударом, но при внимательном рассмотрении оказалось, что нет. Это не резкий ушиб, а именно компрессия грудной клетки. Если говорить простыми словами, это выглядело так. Тело прижато и зафиксировано, давление на грудную клетку нарастало постепенно, без резкого удара, и именно это привело к тяжелой травме ребер и внутренних органов. Снаружи ничего не видно, а внутри кровотечение. И что самое важное, для такой травмы не нужны ни какие-то особые усилия, ни автомобиль, ни ракета или какая-то другая экзотическая сверхчеловеческая сила. Достаточно веса в меру упитанного крепкого мужчины и положения, когда человек не может двигаться и уйти от нагрузки. Давление держится дольше, чем нужно, и именно это становится решающим. Алкоголь здесь играет свою роль, он не делает сильнее, но убирает тормоза. Чужой просто не чувствует момента, когда надо остановиться. А если он научен проделывать такие трюки, то все это для него рутина. По Люде Дубининой. Титов считает, что ее душили, но мы тут с ним не согласимся. Судмедэксперт пишет. При ощупывании шеи определяется необычная подвижность рожков подъязычной кости и щитовидного хряща. Рожки подъязычной кости необычной подвижности сломаны, зачеркнуто, мягкие ткани, примыкающие к подъязычной кости, грязно-серого цвета. Конец цитаты. Судмедэксперт исправил сам себя. Поэтому акт его не подтверждает перелома подъязычной кости и не свидетельствует об удушении. Необычная подвижность рожков – это либо посмертное явление, либо следствие общей травмы грудной клетки. Не было театрального удушения, потому что отсутствовали видимые следы на шее, веревке или рук. Мягкие ткани грязно-серого цвета – это 100% посмертное изменение. При прижизненной травме здесь были бы яркие кровоизлияния, отек, четко описаны повреждения. Что до травм Люды? Поясним. Рукоятка грудины – это место впереди бирюзового цвета. Цитата из акта судмедэксперта Возрожденного. Множественные двусторонние переломы ребер. Справа второе пятое, слева второе седьмое. Локализованы преимущественно по средней ключичной линии, что типично для компрессии грудной клетки сверху вниз. Наличие разлитых кровоизлияний в межреберных мышцах и в области рукоятки грудины подтверждает, что повреждения были получены при жизни в момент активного кровообращения. Конец цитаты. Поясним простыми словами, что такие травмы возникают от сильного сдавления грудной клетки, когда вес приходится на небольшой участок и тело не может уйти от нагрузки. Давление распределяется сразу на обе стороны груди, и кости трескаются не там, где было внешнее воздействие, а в наиболее уязвимых местах, там, где грудная клетка сильнее всего сгибается. Судя по характеру повреждений, Люда в тот момент находилась в лежачем положении, при котором не могла сопротивляться и освободиться. Воздействие было относительно коротким, но достаточно резким, чтобы вызвать множественные переломы ребер и повреждения грудины. После этого грудная клетка фактически перестала нормально работать, дыхание стало резко затруднено. Такие травмы без немедленной медицинской помощи практически всегда заканчиваются летально. Это не вопрос силы, это вопрос времени, которого у Люды просто не было. Теперь заключение судмедэксперта. На основании исследования гражданки Дубининой считаю, что смерть Дубининой наступила в результате обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественного двустороннего перелома ребер, обильного внутреннего кровотечения в грудную полость. Указанные повреждения могли возникнуть в результате воздействия большой силы, повлекшей за собой тяжкую закрытую смертельную травму грудной клетки у Дубининой. Причем повреждения прижизненного характера являются результатом воздействия большой силы. Конец цитаты. Обратим внимание на асимметрию. Слева повреждений больше, справа меньше.
Это важная деталь. При сильном сдавлении грудной клетки больше всего страдает та сторона, которая в момент травмирования была прижата к твердой опоре, земле, камням, льду. У этой стороны просто нет никакой возможности деформироваться, поэтому ребер повреждено больше и сильнее. Верхняя же сторона имеет минимальный запас подвижности и потому повреждается в меньшей степени. Такая картина прямо указывает на положение тела. Дубинина находилась на левом боку, а внешнее давление шло сверху, с небольшим смещением в передний грудной отдел. При этом травмы справа, со 2 по 5 ребро, говорят о том, что нагрузка передавалась не точечно, а сразу на всю грудную клетку. Кровоизлияния в области рукоятки грудины справа подтверждают, что давление шло вертикально, сверху вниз. В итоге мы получаем ту самую картину, которую описывает судмедэксперт. Сопоставим это с трупными пятнами. У Люды они синюшно-серого цвета, расположены обильно на задней и боковой поверхностях шеи, туловища и конечностей. Эксперт не конкретизирует сторону, левая или правая. Формулировка задняя и боковая. Это типично, когда тело в момент кончины лежало не строго на спине, а с наклоном или полу на боку. Это тоже важно. Если тело лежало на левом боку или полу на боку с небольшим завалом назад, то трупные пятна будут как раз на спине и на боковых поверхностях, без четкого преобладания одной стороны. То есть, чтобы было легче дышать, Люда чуть перевернулась на спину и в такой позе угасла. Теперь что с Золотаревым? Он тоже вел себя очень неспокойно, раз и его пришлось обездвижить. Но он сильнее сопротивлялся, его не удалось просто так уложить на бок. Цитата из акта судмедэксперта. Определяется перелом 2, 3, 4, 5, 6 ребер справа по окологрудной и средней подмышечной линии с кровоизлиянием прилегающие межреберные мышцы. Конец цитаты. И есть еще дополнительные данные, которые обнаружили при эксгумации останков Золотарева, за что Варсеговой надо бюст поставить на перевале Дятлова, что она провернула эту эксгумацию. Это поистине героический поступок в условиях современного дятловидения, потому что независимый судмедэксперт еще обнаружил и травмы правой лопатки. Таким образом, у Золотарева имеются 2 линии травм ребер на одной стороне, что означает изгиб грудной клетки с вращательным движением, то есть ее скручивали, прижимали под углом, а не просто давили сверху. Лопатку можно повредить только путем прижимания ее к твердой опоре с большой силой. Это создает изгиб грудной клетки, травмы ребер и спереди, и сзади, а лопатки как упора. В судмедпрактике перелом лопатки означает, что сила была приложена значительная или через опору, или с фиксацией плечевого пояса. Получается, что Золотарев лежал на спине, правое плечо упиралось его в ствол дерева или большие корни, под правой лопаткой корень или камень курумника, тело его крутится, изгибается, сила прикладывалась спереди, со смещением на правую половину груди, резко с переносом веса. Неважно, чем именно создавалось давление. Колени, корпус, стали на него, важно направление и фиксация. В результате грудная клетка складывается, нагрузка передается на лопатку, лопатка в трещинах, потому что снизу корень или курум, со стороны плеча дерево, сверху собственная масса тела плюс давление чужого. Это дает нам ту картину перелома, которую описал эксперт и уточнила эксгумация. Это объясняет все. Почему травмы только справа, почему их 2 линии спереди и сбоку, почему пострадала правая лопатка, почему отсутствуют внешние гематомы и почему левая лопатка абсолютно целая. Судебно-медицинский эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Никитин подтверждает, что Золотарев лежал на чем-то твердом. За исключением маленькой несущественной поправки. Я бы определил подмышечную линию не как среднюю, а как заднюю подмышечную линию. Мы посмотрели правую лопатку, там были 3 перелома.
В акте этого отмечено не было. Я предположил сначала, что это посмертная травма. Вся могила была завалена кусками гранита, давление на кости скелета приличное. Но потом я провел переоценку, ведь левая лопатка оказалась целая. Если бы были посмертные повреждения, логично предположить, что были бы поломаны и левая лопатка, и множественные переломы вообще были бы других костей скелета. Конец цитаты. Это очень важный момент в нашей реконструкции. Травмы Золотарева выглядят как попытка сломить сопротивление сильного мужчины, заставить его замолчать и обездвижить его. Ну а какую силу применяли? Опять же, или коленями, или стали на него, или подпрыгнули. Хотя подпрыгнул не судмедэкспертское слово. Они бы написали резкое силовое воздействие с переносом массы тела. И лишний раз подчеркнем, что при нарастающем давлении нет гематом, потому что давление было кратким. Золотарев был в зимней одежде, кровь ушла глубоко в межреберные мышцы, что и описано в акте. В результате он быстро перестал сопротивляться. Поэтому судмедэксперт и зафиксировал разлитое кровоизлияние внутри без внешних следов. И я даже знаю, что Золотарев кричал, пока еще мог говорить: «Вы хуже фашистов! Даже фашисты так не поступали! Я фронтовик, войну прошел, я знаю!» Ну что ему могли ответить? То же самое, что и тетя Маруся Будина. Ты бы, фронтовик, дома сидел, а не шлялся со студентами по территории Ивдельского ИТЛ. Нашел себе компанию. И вопрос следователя Возрожденному. Как можно объяснить происхождение повреждений у Дубинина и Золотарева? Можно ли их объединить одной причиной? Ответ. Я считаю, что характер повреждений у Дубинина и Золотарева – множественный перелом ребер, у Дубинина двусторонний и симметричный, у Золотарева односторонний, а также кровоизлияние в сердечную мышцу, как у Дубининой, так и у Золотарева, с кровоизлиянием в плевральные полости, свидетельствуют об их прижизненности и являются результатом воздействия большой силы. Конец цитаты. И как в случае с Тибо, Иванов, чтобы закрыть дело с приятной для него формулировкой, поинтересовался не для протокола: какая же сила могла сломать ребра этим двоим? Ну, тут сильный ветер, как с Тибо, уже никак не прилепить. И Иванов тихо подсказывает: а взрывная волна могла? И Возрожденный: а могла? А Иванов такой: так и запишем. Указанное повреждение, а именно при такой картине и без нарушения целости мягких тканей грудной клетки, очень похоже на травму, возникшую при воздушной взрывной волне. Алис. Вот так скучно и без всяких эффектных заворотов продвигается наше расследование. Никаких тайных лучей, никаких шпионских операций, никаких диверсантов, никаких нечеловеческих сил. Только люди, только власть, которая вдруг оказывается абсолютной, в глухой тайге, без свидетелей, там, где выхода нет. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А что же Саша Колеватов? С ним хуже всего. Не физически, морально. Он сидит чуть в стороне, под деревом, как будто его временно вынесли за скобки. Его не бьют, его не трогают, ему даже сочувствуют. Но он все видит и слышит. Он видит, как ломают Люду. Он видит, как пытается отбиться Золотарев. Он слышит стоны, обрывки команд, тяжелое дыхание, мат. Он понимает, это не вспышка ярости, это идет процесс. Колеватов не герой и не трус. Он обычный человек, который оказался в ситуации, где ничего от него не зависит. Он инстинктивно сжимается, уменьшается, старается стать невидимым. Он ждет своей очереди. А это самое страшное. Он больше не думает о спасении. Его сознание уходит в защитную пустоту. Наступает апатия, последняя форма самосохранения, когда психика просто отключает эмоции, чтобы не сойти с ума. В такие моменты человек перестает быть участником событий, он становится их фоном. И именно это состояние, тихое, сломленное, безмолвное, говорит о происходящем больше, чем любые крики. Потому что если человек впал в апатию, значит он просто уже ждет развязки. И здесь мы их оставляем.
в холодном лесу, в мучительной паузе, которая страшнее самих ударов.